Всем привет! Наконец-то мы добрались с хардюзом и до продукции фирмы Cold Steel. Долгожданный баттл между новой модификацией модели Recon 1 и старой модификацией той же модели. В предварительном опросе подавляющее большинство сделало свою ставку именно на новый Recon. И сейчас мы посмотрим, насколько он оправдывает возложенные на него надежды. Оба ножа абсолютно новые, оба предоставлены моим другом Ильей. Ну и давайте начнем. Проверка начальной остроты. Новый легко режет паракорд. Старый точно так же. Заточка плюс-минус одинаковая. Сразу предупреждаю, что это тестирование будет немножко длиннее, чем обычно, потому что каждый из ножей будет в полной мере выполнять всю работу, а не делить эту работу между собой. Начинаем с тестирования режущей кромки. Кабель. Старым чуть труднее было резать, но оба справились. Режущие кромки в порядке, покрытие в порядке тоже. Дальше открывание банок. Ну, тут сразу можно видеть, что происходит с покрытием. Покрытие очень бодро обдирается. Режущая кромочка на новом сразу можно видеть скольчик. Вряд ли это будет видно на камеру, но вот в этом районе небольшой скол. Или глубокий замин. Ну, теперь посмотрим старую версию. Покрытие облазит точно так же. Но в плане заточки сколов здесь нету. Какое-то затупление, безусловно, есть, но нету таких повреждений, как на новом. Потом в конце теста в макро, возможно, мы это рассмотрим. Дальше построгаем алюминий.
новом Риконе рукоять гораздо более удобная. Вот эти вот заглаженные края более удобно сидят в руке. А здесь вот более такая квадратная рукоять старой модификации, наминает сильнее. Так. Вот можно видеть, сколько они настрогали. На режущей кромке каких-то дополнительных повреждений я не вижу, так чтобы были прям какие-то сколы, замины. Ну тут вот скольчик до сих пор сидит здесь. Здесь вот у основания вот тут вот заусенец, как вроде бы отломался. Все такое вот у меня впечатление, что-то непонятное. На старом все нормально, без проблем. Ну что ж, а теперь очень важный момент: проверка замков. Вот этот вот ультралок на старой версии считается очень надежным замком. И сейчас мы это проверим. Ну и трайдлок вообще без разговоров. Бить буду очень сильно. Сначала новый. 5 ударов обух. Ну вот, можно видеть удары. Замок выдержал. Вообще ни люфтов, ничего. Вау. Ну что ж, теперь черед старой версии. Точно так же. Сложился. Сложился. При достаточно сильном ударе он складывается. Появился вертикальный люфт. Ну что ж, продолжим с ударами передней частью. Вертикальный люфт очень сильный. Новая версия, бьем передней частью. Пять ударов, вообще ни малейшего намека на люфты, просто монолит. Ну теперь старый. И, кстати, деревяха начала просто ломаться. Сложился. Сложился. Ну, 2 раза сложился, 2 раза выдержал. То есть видно, что, как бы это сказать, замок не умер на 100%, но при, так сказать, удачном попадании он складывается. И люфт еще увеличился.
Ну что ж, дальше будем пробивать металл. Оцинкованный металл 0,8 мм. Первым будет идти новый. Кончик ушел. Можно видеть, как он погнулся и ушел в бок. Его просто вывернуло. Ну и как бы дыры он делал знатные. Теперь старый. На старой геометрии было тяжелее пробивать сам металл. А на вот этой второстепенной режущей кромке появились сколы. Надеюсь, их можно будет видеть. И кончик тоже чуть-чуть смялся. Но основная проблема — это скольчики вот тут на РК. Хотя на новой версии они тоже есть. Сейчас поймаем фокус. Они тоже там есть. Ну что ж, переходим к 1 миллиметру. Пять ударов. Ну, как бы сказать, разрушения на режущей кромке немножко ухудшились. Так, немножко. Каждый скольчик чуть увеличился, и кончик еще немножко подогнулся. Теперь старой версией. То же самое на старой версии. Все скольчики продолжают увеличиваться, кончик тупится еще сильнее, но правда он остался на месте. Ну что ж, дальше нержавейка 1 миллиметр. В принципе нормально держится. Я не вижу каких-то огромных разрушений. Да, кончик, вот его самое острие, оно чуть-чуть загнулось. Ну теперь старый. Кстати, замок, все, его нет. После вот ударов по металлу, о, вот он заскочил опять. Странно. Ну и кончик в принципе в порядке.
Ну а теперь продолжаем испытывать кончик. Будем ковырять деревяху. Ну, вот так вот ковыряет новый. Посмотрим, что старый покажет. Ну что ж, старый работает не хуже. Опа, кончик отломался. На новом отломался кончик где-то на полмиллиметра. Интересно. Фу. Отломался кончик еще сильнее. Вот так вот. Ни хрена себе. Вот это я не ожидал. Ну что тут уже. Ну что ж. Вся надежда на старый теперь. Все. Старому тоже кирдык. Вот так новости. Вон там вот он сидит. Охренеть. Вот вам и танто, вот вам и Cold Steel. Ну, я думаю, что основная проблема здесь, что это House 8. Ну, тут есть вот такая вот полосочка какая-то, можно сказать, что это там сучок, но это, я не знаю, это несерьезно, то есть сучок, не сучок, сломалось оно сбоку, один тут, как-то хреново. Вау, вот это жопа просто. Ну что, ну давайте порубим.
замок держит, конечно, намертво. Намертво. Старый. Замок складывается в такой работе. Это ж надо было им так меня расстроить. Фух. Ну что, батонинг. На новом-то замок в отличном состоянии. Старый. Ну, новый как-то бодрее входит. Ух. Ну что ж, замок тут складывается. На новом замок держится отлично. Остаточная острота, я думаю, ее скорее всего нету, потому что режущие кромки очень сильно повреждены. Продавливанием не режут. На весу еще можно перерезать. Причем, ну, довольно нормально. О. Ну вот, теперь посмотрим на них в макро и начнем потихоньку делать наши выводы. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Покрытие начало облазить сразу от малейшего контакта с жесткими материалами. Режущая кромочка очень сильно пострадала. Можно видеть вот в этом месте, например, такой большой скол. Ну и, конечно же, кончик, который отломался. Сначала небольшой кусочек отломался, а потом большой.
Замок на новой версии, конечно, крайне порадовал. Тут ничего не скажешь, просто вообще ни люфтов, ни какого-то ослабления, ничего. Просто супер. Рукоятка тоже все выдержала. Это, к слову, о обычном G10 без лайнеров. На старой версии ситуация похожая. Покрытие начало облазить на режущей кромочке. Повреждения есть, правда они как-то немного меньше, чем на новом. Вот это нужно отметить. Возможно, термообработка была немножко другая. Ну а кончик отломался точно так же. Вообще, когда я готовился к этому тестированию, и оба ножа уже были у меня, мы с Ильей обсуждали, ну, наши какие-то ожидания. И я ему уже тогда сказал, что кончик, мне кажется, слабым местом этих двух ножей. Причем у нового этот кончик, он еще тоньше был. Я сказал, что у нового кончик уйдет раньше. Но в конце и старый не выдержал. А тут еще вдобавок ко всему замок. Появился огромный люфт. И замок стал соскальзывать. Рукоятка без повреждений. Ну и на этой деревяшке, да, была вот такая вот прослоечка здесь. Я думаю, многие там начнут сомневаться и скажут мне, ну вот деревяха, которую я ковыряю обычно. И вот здесь точно такая же вот прослоечка. Это не сучок. Это просто какой-то более темная древесина немножко, то есть на небольшую глубину. Но к тому же кончики сломались вот тут вот по бокам. Я уже сейчас не найду эти места, но они ломались вот в белом дереве. Вот такая вот история. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Восстановление этих двух ножей — это долгий процесс, который уже не станет частью этого видео, но с момента тестирования прошло уже несколько дней, и у меня сформировались выводы, которыми я хочу поделиться. Начнем, пожалуй, с рукоятей. Я их немножко очистил от грязи, и очень четко можно увидеть, что рукоять абсолютно без проблем выдержала все нагрузки. Поэтому все сомнения по поводу отсутствия металлических лайнеров в новой модификации, они напрасны. Эта рукоять очень и очень прочная и может без малейших проблем обойтись без металлических лайнеров. Я даже начинаю думать, что в принципе металлические лайнеры на старой модификации во многом были обусловлены вот этим вот замком ультралок, для которого требовалась такая вот база со скрытыми лайнерами. Теперь по поводу замков. Tri-Lock после тестирования, без подтяжки винтов, без ничего, абсолютно никаких люфтов, ни поперечных, ни продольных. Монолит. Работает отлично. Ультралок. Огромный вертикальный люфт. Горизонтального люфта нет, так как он исправляется подтяжкой осевого. Но вот этот вот вертикальный люфт говорит о том, что у этого замка все-таки есть слабое место. Ну и естественно тот факт, что нож этот складывался при нагрузках. Я очень сильно грешу здесь на упорный штифт. Не знаю, сейчас наведем фокус, посмотрим.
Этот упорный штифт, он просто погнулся. Я думаю, это можно видеть. Он погнулся. Или даже лопнул. Там такая трещина вроде бы. И вот этот зазор, он и дает вот этот вот огромный люфт. Поэтому в замке тоже огромный плюс Cold Steel. Улучшение налицо. Далее покрытие на клинке, можно сказать, за все время не изменилось. Обшелушивалось оно также бодро, как на старой версии, так и на новой. Здесь без изменений. Ну и последнее, о чем я хочу поговорить, даже не последнее, еще до этого я хотел бы обратить внимание на эргономику новой рукояти. Вот тот факт, что вот эти вот углы здесь закруглены, делает огромную разницу в работе. То есть вот на старой версии рукояточка такая вроде бы широкая, но очень квадратная, с практически острыми углами под 90 градусов. А на новой версии это все сделано гораздо более эргономично, и эта рукоять просто шикарно сидит в руке. Несмотря на ее небольшой пистолетный изгиб, это, наверное, первый нож с таким типом рукояти, о котором я могу сказать, что этим ножом удобно делать силовую работу. Новая рукоять меня очень сильно порадовала. Ну а теперь перейдем к последнему пункту, который является самым проблематичным в данном случае. Этот пункт — это сталь. И на самом деле повреждения на этой стали, вот здесь вот можно видеть такой вот скол. Повреждения режущей кромки начались буквально на простых тестах режущей кромки. Как только мы добрались до каких-то более-менее жестких материалов, типа вскрытия банки и строгания алюминия, на новом Риконе AUS 8 просто посыпалось. Здесь начались сколы, какие-то выкрашивания, замины, чего здесь только не было. Нужно отдать должное старому Рикону, что в плане режущей кромки он реально держался гораздо лучше. Вот я его не трогал, сейчас не точил, ничего, вот так вот он после теста. Да, безусловно, есть повреждения, но нету того ужаса, который был на новой версии. Сейчас можно видеть. На новой версии, как говорится, просто нет живого места на режущей кромке. И здесь вот это, наверное, единственный момент, где я мог бы похвалить старую версию. Но потом последовало тестирование кончика на излом, и оба ножа сломались. Причем примерно на одинаковую высоту кончик отломался. И вот тот факт, что кончики сломались, стал для меня крайне неприятным сюрпризом и заставил меня очень сильно задуматься. Естественно, в первую очередь я пошел искать причину в самом тестовом материале, то есть в деревяхе. Я крутил ее и так и сяк, искал там какие-то уплотнения, сучки и так далее, но как бы я ни старался, я видел, что это просто обычный кусок вот этой вот белой сосны. И поэтому после этого я уже стал более внимательно рассматривать сами клинки. Но глядя
на саму область скола ничего подозрительного я не увидел. Здесь площадь довольно маленькая, и рассматривать нужно под микроскопом, и на самом деле нужно знать, что ты ищешь. Но какой-то неоднородности там я не увидел. Но присмотревшись к клинкам еще немного, я заметил крайне неприятный факт. И он заключался в том, что в месте слома на обоих клинках отсутствует любая, даже малейшая деформация. То есть эти кончики, они лопнули как какое-то стекло. Даже если вспомнить какие-то китайские ножи, вспомнить смайл, у которого отломался кончик, там была огромная пластическая деформация до того, как кончик отламывался. Здесь этого нет абсолютно. И лично для меня это говорит о том, что термообработка этой стали оставляет желать лучшего. То есть АУС-8 это обычная нержавейка. Она должна быть пластичной. Даже тот же Ontario Red 1, Spyderco Tenacious, это стали этого уровня. И они очень сильно прогибались до того, как кончик ломался. Здесь вообще ни малейшего намека на какую-то деформацию. Просто клац, и кончика нет. Вот этот момент меня очень сильно расстроил и, в принципе, убедил меня в том, что слабое место колд-стилов — это их сталь. Даже несмотря на то, что они используют более простую сталь, но также эта простая сталь далеко не доведена до оптимального состояния, на мой взгляд, конечно же. Но вообще в плане выводов по двум модификациям, основываясь на том, что я увидел, вот замок, эргономика рукояти, отсутствие лайнеров, удобство в работе, я считаю, что новый Recon это безусловная эволюция и очень сильный шаг вперед. Мне этот нож понравился больше, чем старый. Старый может быть харизматичней, может быть интересней, как-то сложней, но реально я вижу, что здесь приложили голову, то есть кто-то думал об этом ноже и его реально улучшили. Я это почувствовал, это мне понравилось. Но в плане стали до сих пор очень большие проблемы у Cold Steel. Это показывают и тесты на канате у Руслана Киясова, и вот это вот жесткое тестирование это подтвердило. Сталь просто сыпется и ломается. И это вот ахиллесова пята Cold Steel, это его сталь. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока, бай-бай.